Всем привет! Добро пожаловать на канал Nikon Stroy Group. Меня зовут Кирилл. Здесь мы говорим с вами о дизайне и о ремонте простым языком. Сегодня я хочу поговорить с вами о действительно очень важном направлении современного дизайна, а именно об эко-стиле. Эко-стиль – это направление, которое создано для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который человек наносит природе, а во-вторых, максимизировать непосредственно пользу для самого человека. Это не столько дизайн интерьера, сколько принцип, который предполагает наиболее рациональное использование ресурсов и применение самых натуральных компонентов для того, чтобы, в принципе, интерьер был безопасен для человека и для окружающей среды. Исходя из названия данного направления, сразу стоит понять, что здесь нет места всевозможным пластиковым плинтусам, МДФ-панелям, ламинатам, всевозможным полимерам и прочему. Прерогатива отдается двум компонентам – это дерево и камень. Все остальное здесь является лишним. Что еще характерно для данного направления? Во-первых, это обилие свободного пространства в помещениях, минимум декора. Если декор применяется, то, соответственно, также из этих двух компонентов, то есть деревянный либо каменный декор. Также для данного направления характерно обилие солнечного света, то есть прерогатива на естественное освещение, и большое количество растений комнатных, которых вы применяете в своих помещениях. Теперь поговорим с вами о цветовом решении для эко-стиля. Если мы говорим про эко-стиль, то мы применяем исключительно оттенки, которые имеют какое-то отождествление с природой. Это всевозможные зеленые оттенки, зелень, это оттенки коричневого цвета, то есть дерево. Также это желтый цвет, который олицетворяет солнце либо песок, голубой цвет, цвет неба, а также белый цвет и его всевозможные вариации, то есть кремовый, молочный и так далее. Как правило, применяется один фон, как правило, белый, и другие цветовые решения применяются вместе с ним в единой цветовой палитре, комбинируя и создавая определенную цветовую гамму, характерную для каждого помещения. Теперь поговорим с вами о материалах отделки помещений. Как я говорил ранее, мы применяем в основном дерево и камень, но также мы можем применять дополнительные элементы, дополнительные материалы, которые будут комбинироваться с базисными и создавать тот самый неповторимый эко-стиль. А какие дополнительные материалы мы можем применять? Во-первых, это кожа, это стекло, это металл, это пробковое покрытие и это бамбук. Как мы это делаем? Мы используем базисный материал, то есть дерево, и добавляем в него всевозможные элементы, тот же самый бамбук. Поговорим мы теперь о том, как, в принципе, классические в эко-стиле отделываются поверхности нашей комнаты. Если мы говорим про пол, то, естественно, как правило, это паркет. Стены мы можем оклеить либо же обоями из бамбука. Также мы можем применять деревянные панели, мы можем их покрасить экологичной матовой краской. Если мы говорим про потолок, то тут вариаций на самом деле много. Это может быть и простая побелка на самом-то деле. Это может быть также экологичная матовая краска. Это могут быть те же самые деревянные панели. Также можно применять, например, дизайнерские балки декоративные, которые являются фикцией, но тем не менее очень эстетично дополняют ваш интерьер. Теперь поговорим с вами о мебели. Когда мы говорим про эко-стиль, то в первую очередь мы имеем в виду натуральную мебель, то есть это деревянное изделие, которое у нас обтянуто либо натуральной кожей, либо какой-то качественной тканью. Еще одно требование для мебели: она должна иметь правильную геометричную форму, она должна быть лаконичной, простой, и она не должна занимать много места, то есть прерогатива опять же дается свободному пространству. Что касается освещения для эко-стиля, то здесь мы стараемся использовать солнечные лучи по максимуму. То есть мы отказываемся от штор, шторам здесь нет места. Можно применять занавески, но так, чтобы они не препятствовали проникновению солнечным лучам. Если солнечного света не хватает, то есть, допустим, у вас квартира, где небольшие окна, к примеру, то в таком случае вам придется применять, естественно, свет искусственный. Это не так канонично, но это допустимо. Хорошим решением в данном варианте будет применение точечных светильников.
Ну и напоследок поговорим с вами об элементах декора для данного стиля. Когда говорим об эко-стиле и говорим об аксессуарах, то, естественно, мы говорим о натуральных компонентах, то есть это какие-то изделия из камня либо дерева, всевозможные статуэтки, фигурки и так далее. Еще одним отличным решением будет применение большого количества комнатных растений. Вы можете их повесить прямо на потолке, то есть они будут свисать с потолка. Они могут у вас стоять на полочках, на подоконниках, на столах. Их обилие будет лишь дополнять атмосферу, то есть это будет дополнительным элементом, который очень качественно украсит эко-стиль. Также это принесет большую пользу вашим легким, поэтому я рекомендую вам задуматься о данном решении. Также важно понимать, что эко-стиль, он всегда уникален. Это штука, которая всегда индивидуальна. Она индивидуальна для отдельной личности, отдельного помещения, отдельной страны в том числе. Если мы говорим про эко-стиль Британии, это может быть одним. Если мы говорим про Японию, то это может быть совершенно другое воплощение, потому что японцы, например, имеют многовековые традиции применения именно натуральных компонентов. У них свое особенное видение и свой собственный дизайн. В любом случае, эко-стиль — это не столько дизайнерские каноны, сколько принципы, которые направлены на применение тех материалов, которые не вредят человеку, а наоборот его оздоравливают, а также, естественно, не вредят окружающей среде. Если вы задумываетесь об этом, то эко-стиль будет лучшим для вас решением. Уверен, данное видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждем вас в следующих видео. Всем пока!